Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с уникальным человеком Леонардом Орром, который любезно согласился прийти навстречу к российским энтузиастам и любителям осознанного дыхания и дать нам пояснение по поводу ребефинга. Dear friends, we continue our meeting with a unique person, Leonard Orrom, who is creator of the wonderful rebirthing method, who was so kind also to share his time and speak to us about this nice method. Скажите, пожалуйста, несколько слов о Бабаджи и его роли, влиянии, участии на происхождение, становление этой практики. Could you please share a few words about Babaji and about his role, his input into creation and development of this practice method? Well, Babaji, in my understanding, is the eternal spirit in human form. В моем понимании Бабаджи является вечным духом, воплощенным в человеческой форме. And so one time in Poland, they asked me if Babaji was the creator of rebirthing or if I was the creator of rebirthing. Однажды в Польше меня спросили, а кто же на самом деле является создателем ребефинга, Бабаджи или я? And my answer was, I'm the creator of rebirthing, but Babaji is the creator of everything. И мой ответ был таков, что я являюсь создателем ребефинга, а Бабаджи, он, в общем-то, является создателем вообще всего. And so he has the ability to work invisibly as well as visibly, and so I don't know how much he personally had to do with the development of rebirthing. Так как он обладает способностью действовать как видимо, так и невидимо, поэтому я даже и не знаю, насколько он на самом деле участвовал в создании ребефинга. But I definitely learned spiritual purification after meeting him for the first time in 1977. Однако именно концепцию духовного очищения я освоил именно после первой встречи с ним в 1977 году. And so rebirthing was perfected by 1975. Техника ребефинга, в общем-то, сформировалась где-то к 1975 году. And it took me actually until 1981 to really understand the context of spiritual purification, which rebirthing should really fit into. Но только к 1981 году у меня сформировалось понимание, каким образом ребефинг должен вписываться в контекст духовного очищения. But the reason that I first went to India in 1977 was to see if there were actually any immortal yogis that were still alive. Но вообще моя цель первого посещения Индии в 1977 году была в том, чтобы поискать там, посмотреть и найти, действительно ли там есть бессмертные йоги, которые до сих пор живы. And so I read about immortal yogis that lived for hundreds or thousands of years, but I never met anybody who actually met one. Потому что я много читал о таких бессмертных йогов, которые живут сотни, тысячи лет, но никогда не встречал их вживую. And so I went to India in 1977 to hunt for actual immortal yogis that were still alive. И поэтому в 1977 году я впервые поехал в Индию специально с целью, грубо говоря, охотиться и найти там таких и бессмертных йогов, которые до сих пор живут. And my first trip, I didn't find anybody, but I took 10 friends with me, and one of my friends was guided to meet Babaji. Я таких йогов так и не встретил, никого не нашел, но со мной было 10 друзей, моих товарищей, и один из них его привели, в общем-то, на встречу с Бабаджи. And so I went back to meet him later that year. И позже, в том же году, я снова поехал в Индию, чтобы встретиться с ним. And I realized that he was the greatest being on the planet and decided to spend at least a month with him every year as long as he was available. И тогда я понял, я осознал для себя, что он
величайший, наверное, человек на Земле, и тогда я решил каждый год хотя бы месяц времени проводить вместе с ним, общаться с ним. And so I kept that agreement, and through him and traveling with him and doing various things, I met several other immortal yogis. И, в общем-то, я взял на себя такое посвящение, 1 месяц в году постоянно быть с ним, я его исполнил, общался с ним, очень тесно путешествовал с ним. И вот общаясь и путешествуя вместе с ним, я встретил и других, также бессмертных йогов. And so that brings us to a very big subject, and I will be happy to answer whatever questions you have about it. Здесь мы, конечно же, касаемся уже другой очень большой темы, но я в любом случае буду рад ответить на ваши вопросы, какие у вас есть. На самом деле, тема физического бессмертия, она очень провокационная для многих людей, и по ней есть прекрасные книги ваши, которые доступны на русском языке. Actually, the subject of physical immortality is quite provocative for many people, and we know that there are very nice and wonderful books of yours on this subject which are available in Russian language. А возможно ли такое, что если зрители, которые увидят это интервью, будут задавать вопросы, и через какое-то время мы еще раз с вами встретимся, и вы сможете тогда на них ответить? Also, is it possible that after seeing this interview, some of the audience will have more questions about it, and later on, is it possible that we can meet you again and continue with the questions from them? The question is whether or not you can meet me again and continue this discussion. Yes, it's possible. Да, это возможно. Большое спасибо. Тогда я сейчас продолжу вопросы, с которыми сегодня я пришла на нашу встречу. Thank you very much. Then, if you let us, we would like to continue our today's interview with those questions which we prepared already in advance, which we have for you. Okay? Вопрос о холотропном дыхании. Это еще одна школа, которая получила в мире очень широкую известность. И часто их сравнивают, пытаются понять преимущества какой-то школы. И также много разных фактов вокруг этого. The first question about holotropic breathing, because many people compare it to rebirthing somehow, and there are a lot of discussions about it, how much they're different, how much they're similar. И даже о возникновении тоже нет ясности. And even there is no clarity about factual creation when it appeared, the method of holotropic breathing. Есть мнение, что Станислав Гроф у вас обучался, лично даже у вас, и, освоив ребефинг, из этого сделал свое направление. There is, for example, one opinion that Stanislav Grof was your student who had been trained by you in rebirthing, and then after that here or maybe on the basis or under influence of it, he created his own method holotropic breathing. И есть противоположное мнение, что он создал холотропное дыхание, вы узнали, познакомились и как-то его трансформировали в свою сторону ребефинга. But there is even opposite point of view, opposite opinion. Some people think that he initially created holotropic breathing, and then you come to know about it, and then somehow under its influence or on its basis you created your method of rebirthing. Yes, well, I gave Stanislav Grof 2 rebirthing sessions, his first 2 rebirthing sessions. Я лично проводил сеансы ребефинга Станиславу Грофу. Первые 2 сеанса ему проводил я. And we were friends quite some time before that. Еще до этого какое-то время мы были приятелями, знакомыми. And so people who know his career know that he was involved in the scientific discussion of the effects of using psychedelic drugs. И он тогда участвовал вот в научных дискуссиях, обсуждениях воздействия психоделических наркотических препаратов. And so during his first session with me, и когда он прошел первый сеанс у меня ребефинга,
It was such a powerful session. Получился такой мощный сеанс, And it gave him such a complete psychedelic experience as well as a physiological experience. и он в этом сеансе он получил как физиологический опыт, также и очень сильный психоделический опыт. That he realized that the breath work was a way of pursuing his research and of giving experiences to people without the dangers of using actual drugs. И тогда он понял, что с помощью дыхания можно давать людям такой психоделический опыт, и это дыхательные техники он решил сделать частью своей исследовательской работы, и он понял, что с помощью дыхания можно достигать практически тех же эффектов, не используя наркотические психоделические препараты. And so I recommended that he continue getting some rebirthing training so that he could do the same kind of high quality work which I was doing. И после этого он продолжил свое обучение ребефингу. Его цель была достичь в этом мастерства, чтобы он мог проделать эту работу с другими людьми на таком же высоком уровне, как и я. And he didn't follow that suggestion, and so the work which he is doing has a completely different emphasis than the work that I am doing. Точнее, это было то, что я ему предложил. Я предложил ему пройти такое подробное обучение, однако он не последовал или не в полной мере последовал этому совету, и в результате вот то развитие метода, которое он изобрел и развивал, оно уже пошло совершенно в другом направлении, чем мой метод. And so his emphasis is to give people a mind-expanding experience. И, в общем-то, по сути, его метод в том, чтобы давать людям опыт расширения ума, расширения сознания. Or a number of mind-expanding experiences. Или даже множество вот такого опыта разных. But my emphasis is giving people the gift of the breath of life, which is a very specific ability. В то время как моя цель давать людям дар дыхания жизни, это совершенно четкая, конкретная способность. And so mind-expanding experiences open people's awareness of different potentials. А в то время как вот опыт раскрытия, расширения ума, он открывает в людях просто возможности осознавания различного потенциала, который в них содержится. But that's different than giving people specific abilities that enable them to be more self-sufficient and to develop their potentials. Но это уже нечто совсем иное, чем вот давать людям конкретную способность быть самодостаточными и реальную способность самим развивать свой потенциал, не просто его открывать, но и развивать. And so people need new abilities in order to be spiritually self-sufficient and to be able to heal themselves. И в реальности действительно людям нужны такие особые новые способности для того, чтобы быть духовно самодостаточными и быть способными исцелять себя. And as I mentioned in the first segment, even rebirthing, high quality rebirthing is not enough. People also need the abilities of spiritual purification to clean and balance the energy body. И как я уже упомянул в первой части, вот из полноценного высококачественного метода ребефинга само по себе еще даже недостаточно. Людям далее нужно развивать способность как следует очищать и приводить в равновесие свое энергетическое тело. And so although he's making, in his work, is making people aware of the power of breathing, Хотя с помощью своей работы он действительно помогает людям осознать могущество дыхания. that's a completely different emphasis than giving people a self-healing group of abilities that enables us to maintain high energy and peace of mind. Тем не менее, это совершенно иное направление, чем давать людям конкретный набор способностей, с помощью которых они могут поддерживать высокий уровень чистой гармоничной энергии и умиротворенный, спокойный ум.
Мгм. А кто может проводить занятия ребефингом с другими? Это должен быть человек, который получил какой-то сертификат лично от вас? Okay, next question is who is capable or authorized to conduct rebirthing sessions to other people? Should such person has to be certified somehow by you or get some authorization from you? Well, nobody has the power to restrict the freedom of other people. Ну, в ответ на ваш вопрос можно сказать, что ни у кого, конечно, никто не обладает такой властью, чтобы ограничивать, так сказать, действия других людей. And as I mentioned earlier, when you learn a little bit about the connected breathing rhythm, you can induce a powerful physical, mental, and spiritual experience in other people. И как я уже вначале говорил, достаточно человеку хоть немного научиться технике связанного дыхания, это уже дает ему возможность с помощью нее и самому, и другим людям давать очень мощный опыт, как вот эмоциональный, энергетический, физический. And so that's completely different than being a high-quality professional breath worker. Однако это будет, конечно, все еще нечто иное, чем именно работа с осознанным дыханием с высококлассным профессионалом. But people have discovered that they can make a living giving people psychedelic experiences. Однако, как я уже сказал, некоторые люди выяснили, что они могут прекрасно зарабатывать на жизнь, просто давая с помощью дыхательных техник людям некий психоделический опыт. And so, in the order of things, giving people psychedelic experiences with by guiding their breathing rhythm is as good as doing it with an amusement park on a high-speed roller coaster. Ну, и в определенном смысле вот такие, скажем так, услуги предоставления людям психоделического опыта с помощью дыхательных техник, они не очень-то отличаются вот в принципе от сферы развлечений, чтобы развлекать людей где-то в парке развлекательном или на американских горках и так далее. And jumping out of an airplane with a parachute is definitely a mind-expanding experience. Или, например, когда вы прыгаете с парашютом с самолета, это, несомненно, очень сильно расширяет ваш ум. So there's all kinds of mind-expanding experiences that we can have. И на самом деле есть всевозможные виды, очень множество разного опыта, который мы можем себе позволить для расширения своего сознания. And so I'm thankful that people or whoever is doing breath work is at least making people aware of dimensions, and I'm especially thankful when those people pursue that interest and find out what high quality breath work is all about. И в этом смысле, в широком смысле, я, конечно, на самом деле благодарен тем людям, которые так или иначе пропагандируют осознанную работу с дыханием и позволяют другим людям осознать могущество этого метода, то есть могущество этой работы, помогает им открывать для себя эти новые другие измерения. Но я еще больше им благодарен, если они достаточно настойчивы и последовательны на этом пути, чтобы приходить к осознанию важности работы высокого качества, профессиональной работы с осознанным дыханием. А что нужно сделать, чтобы стать таким высокопрофессиональным специалистом? And what is required in order to become this high quality professional breath worker? Yes, a high-quality professional breath worker is a person who gives completed energy cycles and works with only one client at a time. Профессиональный человек, который работает с дыханием на высоком уровне, он должен обеспечивать, то есть давать человеку способность пройти полный энергетический цикл дыхания. И кроме того, он должен делать это только в индивидуальном сеансе. And they have the goal of taking people through 10 sessions or however many it takes to really give them the gift of the breath. И кроме того, человек должен в такой степени посвятить себя этому, чтобы ставить целью дать своему клиенту как минимум 10 сеансов, чтобы он смог достичь устойчивого результата.
And breathing is totally harmless, but the human mind is the most dangerous thing in the universe. Дыхание само по себе, оно совершенно безвредно, но можно сказать, что человеческий ум является самым опасным во Вселенной. And so high quality breath workers give people some tools, some basic tools for successfully processing their mind and their emotions. И поэтому человек, который профессионально дает людям дыхательные методы на высоком уровне, он должен обладать инструментами и давать людям эти инструменты, позволяющие им, в свою очередь, уже самостоятельно контролировать свой ум. And high quality breath workers in the process of the relationship through 10 sessions, and most people do one session a week. So during the relationship of 10 sessions, they also try to introduce them to the idea of spiritual purification and spiritual community. Кроме того, человек, который профессионально дает этот метод другим, он должен проводить эти 10 сеансов последовательно, давая людям также и концепции, методы духовного очищения и приведения в равновесие своего энергетического тела. And so we're only talking about 6 basic skills. Когда мы говорим о 6 ключевых базовых навыках, but when people learn those 6 basic skills with the mind, earth or water and fire and relationships, they have a fantastically successful life. И когда люди овладевают этими 6 базовыми навыками и устанавливают свои гармоничные отношения с 4 базовыми элементами воды, огня, воздуха и земли, тогда они способны вести полноценную, гармоничную жизнь на Земле высокого качества. And so it's meaningless to talk about physical immortality or even extended longevity if people do not have a high quality life. На самом деле бессмысленно и бесполезно говорить о физическом бессмертии или о долгой жизни, если при этом у человека нету, если его жизнь неполноценна и невысокий стандарт жизни. Скажите, пожалуйста, вот о безопасности. Тоже очень важно, чтобы люди именно от вас услышали об этом. Also, there is a question about safety rules or limitations. It's very important to hear firsthand from you for many people. Есть ли какие-то ограничения, кто может проходить практику дыхания и ребефинга? The safety of practicing the method. Are there any limitations about who can practice the method? Well, as I mentioned, breathing is totally harmless. Но дыхание, как я сказал, оно совершенно безвредно. But the mind is the most dangerous thing in the universe. Однако человеческий ум – это самый опасный элемент во Вселенной. And so breathing does give the mind more power. И правда в том, что дыхание, вот такие особые дыхательные техники, они наделяют ум большей силой и могуществом. And breathing also helps people to relax. И кроме того, дыхание помогает людям больше расслабляться. So to the extent that we relax, the mind becomes less dangerous. И в той степени, чем больше мы расслабляемся, тем менее опасным становится ум. But to the extent that we have more energy in our mind, the mind becomes potentially more dangerous. Однако при этом мы также наделяем ум больше энергии, и чем больше энергии мы наделяем свой ум, тем потенциально он становится более опасным. So breath work is totally harmless. Поэтому само по себе работа с дыханием, она совершенно безвредна. And it works with young people, even infants. И она прекрасно работает, в общем-то, и с молодежью, с детьми, и даже с младенцами. It's used successfully with old people and sick people. Она успешно также применяется и вот к пожилым людям, и к больным даже. Беременными. What about pregnant women? Pregnant women? Yes, it's also very helpful for pregnant women as well as pregnant fathers to understand themselves and to liberate themselves from their own birth trauma so that they don't pass it on to their children.
Да, она действительно, этот метод очень эффективный и для беременных женщин, но также и для беременных отцов, потому что он помогает им как следует осознать, понять себя, преодолеть свои травмы рождения, чтобы не передавать их затем своим детям. It's been used successfully with all forms of mental illness. Он также успешно применялся к любым формам ментальных расстройств. Шизофрения. Это была schizophrenia. Yes, well, I think the average person is not only schizophrenic but multiphrenic. Но я вообще думаю, что шизофрения – это диагноз касается всех. И средний статистический человек, он не просто шизофрезник, он можно сказать, френик. We all are a package of many different minds. Потому что каждый из нас является таким набором расслоенных частей ума, множество «я». And we have to learn how to manage all of those minds. И мы должны научиться, как же нам справляться со всеми этими разобщенными. Whether it's the ability to drive a car, будь то способность полноценно управлять автомобилем, to manage our career, или управлять своей карьерой, to have successful relationships, устанавливать и развивать успешные взаимоотношения, to heal ourselves of addictions, исцелять себя от пристрастий и зависимостей. And breathwork has demonstrated its ability to assist in all of those goals. Осознанная работа с дыханием на опыте уже продемонстрировала свою способность успешно достигать все эти цели. Luckily, it increases our ability to relax and our IQ, our intelligence level. Она также усиливает нашу способность расслабляться и повышает даже уровень IQ. As well as giving us personal power and empowering the mind with more energy. Усиливает наш интеллект, дает нам больше личной силы и больше энергии, наделяет наш ум. But everybody has to devote attention to increasing the quality of their own mind every day. Однако каждый человек должен уделять достаточно внимания, чтобы повышать качество работы своего ума и делать это каждый день. Хорошо, большое спасибо. Okay, thank you. И у меня остается последний вопрос, но он такой комплексный. Да. At the end we have the last question, but this it's quite complex question. Я провожу исследования разных школ, работающих с дыханием. The point is that I conduct my own research of different breathing schools. В России очень популярен метод дыхания бутейка. For example, in Russia, maybe you've heard about it. There is a very popular breathing method developed by Mr. Buteyko. И довольно часто он противопоставляется ребефингу. And quite often some people even oppose it to rebirthing technique. Где один метод считается полезным, а другой считается вредным и опасным. And some people even собственно, ребефинг считается опасным. blame it one to be more dangerous and another to be more useful. И я искала возможности, как людям показывать, что не должно быть противопоставления в работе с дыханием. And I have been searching for possibilities to show people, to explain them that it doesn't make sense. It's no use to make these oppositions when you work with breathing. И в конце концов я пришла к такому решению, что проще всего не пользоваться оценками из ума, а посмотреть на факты, как именно ведется работа с самим дыханием. Then I realized that perhaps it can be done if to avoid just judging and like mental evaluations, but to see more closely some factual parameters of the breath work. И я хотела бы вас попросить, чтобы вы ответили, может быть, это просто будет короткий ответ, да или нет. Какие параметры дыхания используются или важны во время практики ребефинга? Thus, I developed this scale or kind of system of a few parameters of breathing
And I would like you, if you can now, to answer maybe shortly, sometimes maybe just yes or no about each parameter. Is it involved in your method, or is it used or not? Непонятно. Is this clear? Я их буду называть сейчас. You will see. This is nothing really complex. Да. Первая часть параметров, которые физически просто управляются телом в дыхании. For example, the first set of parameters are just the physical parameters which you can physically control through the body in the process of breathing. Если это входит в технику ребефинга, вот скорость дыхания, So, частота. let's say, what about speed of the breathing? It's as we know, it's probably quite important in rebirthing method, right? You use it quite actively. The variation of the speed of breathing. Yeah, that's a very key question. And so we have to get into the idea of intuition. Здесь нам нужно затронуть идею представления об интуиции. So intuition ultimately is the answer to that question. Интуиция в конечном итоге является как раз ответом на этот вопрос. And intuition in breathwork is the ability to perceive the energy. Интуиция в работе с дыханием – это способность воспринимать энергию. And so when people have the ability to perceive the energy, then they guide the breathing rhythm either faster or slower, or bigger or smaller, in order to facilitate the movement of the energy. И когда у людей проявляется эта интуиция, тогда они могут воспринимать уровень энергии, тогда они уже сами могут регулировать и скорость дыхания, глубину дыхания, в зависимости от того уровня энергии, к которому они стремятся. And so ultimately there is no physical rule that you can use, and developing intuition is something that you can't pour into a person's head. They can only develop that through meditation and experience. И поэтому здесь нет каких-то вот механических, жестких правил, но что касается развития интуиции, это не что-то, что вы можете просто взять и передать человеку как бы из рук в руки. Это то, что человек должен развивать сам через свой опыт. There is some recommendation we heard in the beginning, at least the newcomers, that they should breathe more often, with more faster, more actively. Is it true? Not necessarily. Нет, не обязательно. Важно ли для дыхания ребефинг использовать активный вдох, расслабленный выдох? Или наоборот? Is it important for rebirthing technique to use active in breath and relaxed out breath, or vice versa? Well, the goal is to breathe freely and fully, and that involves a inhale and an exhale. And most people have problems both on the inhale and on the exhale. Цель вся-то в том, чтобы дышать свободно и полноценно. И это означает, что должен быть полноценный вдох, полноценный выдох, в то время как у большинства людей, в общем-то, проблемы как со вдохом, так и с выдохом обычно. And so most people have attitudes and in some cases muscular armor that prevents them from having complete inhales or from having relaxed exhales. И большинство людей, у них внутри сидят вот эти как бы зажатости, такие определенные оценки, свои суждения, которые образуют в них своего рода такую как бы мужскую броню, которая не позволяет им ни свободно вдыхать, ни свободно выдыхать. And so people develop habits that prevent them from breathing fully and freely. Более того, люди развивают в себе такие привычки, которые мешают им вот, свободно и полноценно вдыхать и выдыхать.
And so it takes a high quality breath worker sometimes in order to free people from those bad breathing habits. И поэтому задача человека, который обучает людей осознанному дыханию, в том числе состоит в том, чтобы помочь человеку освободиться, избавиться от этих привычек, мешающих ему дышать свободно. And even breath workers themselves can sometimes develop bad habits, and they require a session from a high quality peer in order to get themselves out of those habits. Проблема также в том, что сами люди, которые уже долгое время практикуют сознательную работу с дыханием, у них тоже иногда развиваются эти вредные привычки, и поэтому им требуется помощь от кого-то из своих опытных товарищей, чтобы помочь освободиться от этих привычек. Важно ли для практики ребефинга направление дыхания в определенные дыхательные зоны, живот, центральную часть, грудь? Is it important in a rebirthing method to direct breathing into certain areas, like to the belly, to the chest, to the middle chest, or to the upper chest? Yes, when we are develop the ability to breathe energy as well as air, we're using our lungs and diaphragm synchronistically so that they work together, support each other, and we experience what is called the full yogic breath. Да, этот фактор очень важный. Когда мы развиваем способность вдыхать не только воздух, но и энергию, мы учимся тому, чтобы дыхание происходило слаженно и синхронно, как грудью, так и областью диафрагмы. В конечном итоге научиться тому, что называется полное йоговское дыхание. And so good breathing is full and free breathing, and it gives us a sense of satisfaction, as well as peace and energy. Глубокое дыхание, хорошее дыхание, оно должно быть свободным и полноценным, и оно должно давать нам чувство насыщения энергии, а также умиротворения. Какой дыхательный канал используется для дыхания ребефинга? Нос или рот? Which breathing channel is more important or more used in rebirthing, breathing through mouth or through nose? Well, the nose was created for the purpose of breathing. Можно сказать, что нос, он специально является у нас органом дыхания, специально создан для этого. And when we're breathing through the nose, there are passages in the nostrils that distribute the energy to all the organs of the body. И более того, когда мы дышим носом в ноздрях, там есть специальные каналы, которые, впитывая воздух, направляют энергию уже в разные органы нашего тела. And mouth breathing does have some advantages. Mouth breathing. Yeah, mouth breathing does have some advantages. Однако у дыхания ртом тоже есть свои преимущества. It enables us to breathe when our nose is congested. Рот позволяет нам дышать даже тогда, когда нос заложен. And it sometimes have a tendency to bring up suppressed feelings. Иногда у нас есть склонность или потребность, точнее, освобождаться от подавленных чувств. But once we bring up those suppressed feelings with mouth breathing, we can release them more efficiently by going back to nose breathing. И когда мы вскрываем эти подавленные чувства через дыхание ртом, затем же мы можем их трансформировать и освобождаться от них более эффективно, если затем начинаем дышать носом. То есть можно пройти дыхательную сессию через нос, или можно чуть-чуть ртом, потом опять возвращаться к дыханию носом. Да. So it can be useful to shift the channels, right? To do breathing session through the nose, and then maybe for short time through the mouth, and then back through the nose. Sometimes that helps. Да, иногда это помогает. Может ли быть вся дыхательная сессия через нос или вся дыхательная сессия через рот?
Is it possible that some breathing session can be exclusively through nose, or some can be just through the mouth? Well, I don't recommend doing a whole session through the mouth. It tends to be counterproductive, and so it's important to do enough nose breathing in order to get the value of having a balanced energy. Я бы не рекомендовал проводить целый сеанс и дышать только ртом. Нужно также хоть иногда дышать носом, тогда мы сможем извлечь пользу из процесса уравновешивания энергии. Я знаю, что вы обычно рекомендуете дыхательные упражнения с переключением ноздрей. I also know that usually you recommend breathing exercise with shifting nostrils from one, breathing through one, then through another. Well, there's over 1,000 techniques of prana yoga. На самом деле существует порядка 1000 разных приемов дыхания, например, в пранаяме. And they each produce different effects. Каждый из этих способов он имеет свой эффект. So alternate nostril breathing is just one technique of prana yoga. Дыхание поочередно одной ноздрёй, затем другой. Это всего лишь один из способов пранаямы. And it has specific benefits. Он дает определенные преимущества. And so there's several basic techniques of prana yoga that I recommend to experienced breathers. Но есть также и несколько других техник из прана-йоги, которые я рекомендую уже опытным практикующим осознанное дыхание. Most people need to go through at least 10 rebirthing breathwork sessions in order to liberate their breathing mechanism. Однако большинству людей нужно пройти сначала как минимум 10 полноценных сеансов ребефинга для того, чтобы вскрыть себе эти способности полноценного дыхания. And usually they have the experience of experiencing the full power of the prana. И обычно в результате они уже становятся способны ощущать в полной мере силу, могущество праны. And then they're more capable of evaluating the benefits of specific techniques. Тогда они уже становятся более способны оценить достоинства и преимущества уже каких-то конкретных методов, техник пранаямы. Вы упоминали, что эта техника, собственно, определяется как связанное дыхание, циркулярное. You mentioned already that it's quite important in your method. The key element is circular breathing. А как вы относитесь к паузам или остановкам в дыхании? Or connected breathing. Then what is your attitude about the pauses in breath, of holding breath between? Yes, the goal of merging the inhale with the exhale is to merge the inner breath with the outer breath. Цель соединения вдоха с выдохом без задержки именно в том, чтобы интегрировать вдох с выдохом. And so when you experience the power of the inner breath, then you can facilitate the movement of that power to the healing of the body by maintaining the connected rhythm of merging the inhale with the exhale. Соединить внутреннее дыхание и внешнее дыхание. Таким образом, вы получаете доступ к могуществу внутреннего дыхания, к его способности вызывать эффект исцеления. And so what we do in our daily practice after we have mastered the breathing rhythm, что мы делаем в нашей повседневной практике после того, как мы уже в достаточной степени освоили ритм дыхания? is basically two things. По сути, два момента. We're breathing away negative energy concentrations. Мы осознанно, сосредоточенно выдыхаем из себя сгустки негативной энергии. And that's a very profound state of relaxation.
И это вызывает очень мощное и глубокое чувство расслабления. And we are also filling our human body with energy, just like you go to the gas station and fill up your car with gasoline. Кроме того, мы заряжаем и наполняем свое тело энергией, практически так же, как мы заправляемся бензином на бензоправке. And so, as we practice, the more we practice, the less time it takes to achieve those two goals. В продвижении нашей практики, чем больше мы практикуемся, тем меньше времени для нас требуется, чтобы осознанно достигать обе эти две цели. And so, learning the connected breathing rhythm and the ability to breathe energy as well as air, most people can learn in 10 sessions, and then they need to practice it for a year or so. И для большинства людей, чтобы освоить как следует метод связанного дыхания, кругового дыхания, а также вдыхания не только воздуха, но и энергии, требуется 10 сеансов, но затем уже всю оставшуюся жизнь нужно продолжать в этом практиковаться. Во время дыхания учитывается ли шум от движения воздуха, то есть как звуки дыхания? Важно ли использовать какое-то беззвучное дыхание, максимально расслабленное, которое не содержит напряжения? How much important it is sounds produced when you breathe, or the noise of your breathing, or is it important to breathe so gently that there is no sound and Без напряжения. Without any tension or muscle tension? Well, the correct answer is the right amount of sound. Здесь правильный ответ в том, что звук может быть и шум, но And there's also a method of breathing which is soundless, which can take us directly into the transcendental state. Но есть также и специальный метод дыхания, совершенно беззвучный, который сразу же непосредственно выводит нас в трансцендентное состояние. Я помню, в книге «Осознанное дыхание» об этом написано. I remember it is mentioned in your book, Breath awareness. And so we need to learn both. Learning the right rhythm is the fundamental cause of healing. И нужно научиться и освоить и то, и другое. Освоение правильного ритма является фундаментальным элементом для исцеления. And the transcendental state is a state of pleasure. А выход в трансцендентное состояние – это уже высшее состояние блаженства. So it's valuable to learn both abilities. Ценно, важно и развить обе способности. А как вы относитесь к использованию во время дыхания, во время дыхательной сессии, деятельности сознания? What is your attitude to using in breathing session the activity of consciousness? Например, какие-то образы могут приходить, или какие-то слова и мысли. For example, when some images come, or some thoughts, or some words. Или какая-то работа с температурой, жар или холод. Or let's say some working with temperature, with the images of heat or cold inside. Или цвета и света. Or maybe color or light. Yes, it's definitely important to devote some attention not only to the mental images that we experience, but also to the physiological processes or traumas that are manifesting in the body. Конечно же, важно развивать и обращать внимание не только на ментальные какие-то образы, которые приходят или появляются, но и также на физиологические процессы или ощущения, которые появляются в процессе. И это уже дает нам доступ к каким-то травмам. As we get more experience with doing that, we become a master healer. Чем более опытными мы становимся в этом, тем больше мастерство мы развиваем в целительстве. Do you use this inner physiological sensations or images consciously? For example, if you intentionally breathe light into
to a certain portion of your body. That's not one of my particular skills, but it's possible to develop all kinds of skills like that. Конечно же, всевозможные такие навыки, приемы можно развивать, но это не является как бы фокусом, главным. I'm personally just interested in working with the energy concentrations and replacing them with relaxation. Я больше сосредотачиваюсь на выявлении вот участков, сгустков концентрации энергии и на сознательном их трансформации через расслабление. Потому что последний вопрос как раз, как вы относитесь к движениям тела во время дыхания? Yes, and it is related also to the next question. What is your attitude to movements of the body during the breath work? Only use that if a person is having a muscular block and some kind of movement would facilitate the release of that block. Но физические движения тела я использую только тогда, когда выявляется какой-то мышечный блок и требуется через движение освободить, расслабить этот блок. Как часто это бывает? How often it happens? Well, statistically, maybe 10%. Ну, статистически может быть и 10% случаев. Может ли пройти сессия ребефинга, стоя на ходу в виде танца? Is it possible to do a rebirthing session while standing or walking or during a dance? Well, the biggest problem that breath workers have is unconsciousness. Самая большая проблема, с которой сталкиваются те, кто работает с дыханием, это бессознательность. When people go to sleep or they just have difficulty breathing. Или такие бессознательные состояния, когда люди засыпают и им трудно становится дышать. And so there's several ways of dealing with that problem. Есть несколько способов, как справляться с этой проблемой. My favorite way is to have people walk on their hands and knees. Мой любимый это просить людей ходить на руках и на коленях. And so when they're crawling around on the floor like a child, и когда они вот так вот ползают, ходят на четвереньках по полу, как дети, it not only activates the muscles of the breathing mechanism, это не только активирует мышцы, участвующие в механизмах дыхания, it has a certain emotional value, но это также имеет определенную эмоциональную ценность. But the biggest problem that we have is that people in our modern materialistic society have a tendency to overwork. Однако другая самая большая проблема, что в современном материалистическом обществе у людей очень часто они слишком много работают и перетруждаются. And it's sometimes referred to as zombie consciousness. И вы, наверное, слышали, что в результате у человека развивается сознание зомби. And so just giving people breathwork sessions is not the real solution. People have to devote some thought to changing their lifestyle. И просто проделать с человеком какую-то такую дыхательную работу, провести сеанс, это не является решением этой проблемы. Людям действительно нужно задуматься над тем, чтобы в таких случаях менять вообще образ жизни. And some people need to spend some time fasting. Некоторым людям очень полезно посвящать определенное время посту. Some people need more exercise. Кому-то нужно больше практиковать физические упражнения. And sometimes people need to spend a day with the fire in order to get rid of this excessive energy pollution, in order for to give their breathing mechanism a chance to operate. А некоторым людям нужно какое-то время проводить рядом с огнем, чтобы у них происходило энергетическое очищение, и тогда уже они становятся способны в полной мере задействовать и использовать свои механизмы дыхания. So some people are just
too overwhelmed by the tension and stress of our materialistic society. И некоторые люди, даже многие, они слишком переполнены вот этим стрессом нашего материалистического общества. Their spiritual divine nature is being smothered. И тогда вот духовная божественная природа человека, она подавляется. And unfortunately, they become very close to death. К сожалению, в такой ситуации человек становится очень близок к смерти. And if they don't change their lifestyle, they probably will die. И, скорее всего, если человек так и не поменяет свой образ жизни, то он так и умрет раньше времени. У вас упоминалась концепция одногодичного семинара, one year семинар. Продолжаете ли вы такую деятельность? There was a mentioning of a concept of 1 year seminar, a workshop in your book. Do you still practice such 1 year seminars? 1 year seminar is the same group of people that work together to heal each other and meet one day each month for a year. Годичный семинар – это концепция, вот, когда люди сотрудничают вместе, практикуют вместе и хотя бы один день в месяц встречаются. And it takes a high degree of spiritual intelligence to maintain such a group. Чтобы такая группа организовалась и так систематично работала, для этого требуется высокая сознательность, духовный разум. Because it's like being married. Это такое посвящение себя, как в брачном союзе почти что. People have enough trouble keeping their relationship to one person operating for a year. А людей бывает не просто даже вот с одним человеком поддерживать стабильные отношения хотя бы в течение года. Ну, нам удалось создать в Москве такую школу, и уже год она просуществовала. Сейчас мы надеемся, что второй год тоже будет продолжение. By the way, somehow we were capable to organize such a breathing school in Moscow, and it is lasting already 1 year, and we hope it will continue also next year. Мы также, помимо дыхания, используем другие элементы, о которых вы говорили. Besides doing just breath work, we also involve and use other elements which you mentioned. И мы назвали ее «Кураж, культура радостной жизни». And the name, the title is Courage, which is acronym for culture of life full of joy, joyful life. А скажите, существует ли еще рассылка, какой-то журнал, где вот можно читать информацию? Conscious Connection, вот был такой журнал, он еще выходит. Is there any subscription or some internet magazine which we can regularly get information from you through internet emails? Like there was a magazine Conscious Connection. Conscious Connection before. Yes, and I have a personal newsletter that goes out regularly on the internet. And if anybody is interested, if they just go to the rebirthingbreathwork.com website, they can subscribe and receive that information. Да, у меня есть личная такая новостная рассылка, которая рассылается каждую неделю. Чтобы на нее подписаться, нужно просто зайти на сайт rебefingbreathwork.com, там подписаться. Мы дадим ссылку на сайте. Для тех, кто владеет английским языком, это будет хорошая возможность. Thank you. In our website we will publish the link to it, the reference, and those who speak or read English, they will be able to subscribe to it. Very good. Yeah. Хорошо. Если можно, какое-то ваше пожелание российским или русскоязычным людям, которые интересуются дыханием, возможно, уже практикуют дыхание, или ваше благословение. Now at the end, if you could please maybe express your wishes or blessings to Russian-speaking audience, which will be part of this interview also.
Well, it's good to stay connected to the international movement. Хорошо, если у вас есть возможность поддерживать связь с международным движением, быть в контакте с ним. And I've been to done trainings in Russia a few times. Я уже проводил, в общем-то, обучение, тренинги в России несколько раз. Согласитесь ли вы приехать еще раз в Россию? Would you agree to come again to Russia? Well, I would love to. I have kind of neglected Russia because of the inconvenience of getting a visa to Russia. Да. Да, мне бы хотелось, но в последнее время я как-то вот, так сказать, пренебрегал этим просто из-за неудобств, связанных с получением российской визы. But I especially like working with high-quality groups like the one-year seminar that you described. Но мне особенно и больше всего нравится работать с такими высокого уровня группами людей, которые посвятили себя этому серьезно, как вот годичный семинар, о котором мы говорили. And I also especially like working with breath workers who are in the process of improving the quality of their work. А также мне нравится работать с теми, кто практикует осознанное дыхание и старается вывести его на более высокий уровень. But I usually work in different parts of Europe every year, usually in the summer and the fall, and you're all invited to also come to those trainings. Но в любом случае, каждый год я приезжаю в Европе, и здесь бываю в разных частях Европы, обычно на протяжении лета и осени, поэтому всегда добро пожаловать, приглашаю вас, и можете приезжать, посещать мероприятия. And the last thing I have to say is to remember the idea of spiritual purification. И последнее, что мне хотелось бы сказать, это пожелать вам всегда помнить о идее духовного очищения. And continue exploring high-quality breathwork until you experience total satisfaction. И пожелать вам продолжать исследовать сознательную работу с дыханием высокого качества до тех пор, пока вы с помощью нее не выйдете на высокий уровень собственного удовлетворения. So thank you for this interview. Большое спасибо. Большое спасибо. Thank you very, very much. Очень признательны за время, внимание и бесценные знания, информацию, энергию, которую, надеюсь, мы все почувствовали. We are very glad and very thankful for your time, for your attention, for this very valuable information which you shared with us, for your energy, which we all, I think, felt quite vividly. Thank you. Thank you. You deserve it and you're worth it. Вы это заслужили, и вы достойны. Спасибо. Thank you. До свидания.